Польша – первое место в мире, где это произошло. Aktualnie jesteśmy po uroczystości otwarcia naszego kompleksu Bali Indak w Dolinie Szarloty. На севере Польши, недалеко от Балтийского моря, построили настоящий балийский город. И сделали это настоящие балийцы. И открывали комплекс лично министр культуры Индонезии и губернатор острова Бали. И это что-то невероятное. Кому как не нам знать, ведь мы 4 года прожили на Бали, и наши дети выросли на острове. А теперь мы 1,5 года живем в Польше и просто не могли пропустить такое событие. Летом, во время нашего путешествия вдоль морского побережья, мы приехали в потрясающий комплекс долины Шарлотты. Он сам по себе прекрасен, но сейчас речь не о нем. Усадьба зачетная. Мы приехали сюда с другой целью – увидеть настоящий балийский город, который строят настоящие балийцы, носители уникальных традиций своего острова. А заселились мы, конечно же, в настоящую балийскую виллу, которая сама по себе является произведением искусства. На подъезде к балийскому комплексу нас встретил коридор из пенджоров. Это традиционные балийские элементы культуры и религии. Ими обычно усеян весь остров Бали, особенно перед главными праздниками. Это чисто балийская атмосфера. У них, кстати, часто реально подъезжая на какие-то балийские локации, все увешано реальными пенджорами, вот эти пенджоры. Пенджор символизирует благополучие и благодарность богам и предкам. И самое забавное, что здесь в Польше выбрали даже локацию такую, что вокруг джунгли, как и там. Вот дорога даже это еще недостроена, она очень передает атмосферу еще максимально. Уже встретили много балийцев, они здесь разгуливают, их около 100 человек, приехали по контракту строить. Просто пока совсем не срастается в голове, как это вообще возможно. Hello! Саламат паги! How do you like? Привет, тебе нравится в Польше? А, да. Нравится? Да. Не холодно тебе? А, холодно, да, холодно. Снег, видели снег? Ну что, первое ощущение было просто бомбическое. Я была как в сказке, в своей мечте, в своем сне, потому что я так люблю Бали, и я была очень рада оказаться в такой аутентичной, что немаловажно, среде. Масштабный проект, разработанный одним из главных архитекторов Денпасар, столица острова Бали, выполнен в реальных размерах, соответствующих оригинальному стилю балийских деревень и городов, вход в которые возможен только через Чанди Бинтар – традиционные балийские расколотые ворота, символизирующие разделение мира на добро и зло. Тут можно увидеть, как живут и ведут быт настоящие балийцы, как устроены их дома и главные святыни, попробовать настоящую балийскую кухню, узнать, как они побеждают своих внутренних демонов, воссоздавая их в страшных фигурах. Ну и, конечно, прикоснуться к уникальной, неповторимой культуре острова Бали через танцы и музыку. Это было понятно вот с первых шагов, что это не макет и не музей. Это чувствовалось, что сделано все руками самих балийцев. Ну и, конечно, как и на Бали, вас не допустят к святыням, не одев на вас традиционный саронг. Это, знаете, как обычно, все пытаются как-то подражать, да, сделать что-то наподобие. А тут все настолько по-настоящему. Я первый просто час ходила вот так вот, все трогала, нюхала, рассматривала. Я счастлива очень, чуть не расплакалась. Девочки, как вам ощущения? Это же ого-го! на Бали. Боже, такой флешбэк, да? В комплексе строятся виллы для проживания гостей, как гостиничные номера, апартаменты в балийском стиле, в традиционном стиле.
Я бы сказал, что это некое идеальное сочетание настоящего балийского стиля, потому что там использованы все аутентичные материалы, резьба по дереву, все национальные традиционные балийские штуки, которые они делают в своих домах, но при этом дома выполнены в полном максимальном комфорте, в соответствии с европейскими запросами. И это реально вообще очень крутой микс. Пока сданы только несколько вилл, вот эти еще достраиваются, так что процесс идет. О, Бали вилла, Бали стайл. Мы дома, мы вернулись. Шикарный микс современной, очень европейской, по сути, по качеству европейская вилла. Мебель традиционная балийская, и она не очень удобная по факту. Она именно такая, которую используют по сегодняшний день балийцы. Вот они привезли это все реально с Бали. Стулья, столы, вот эти диваны, кушетки на веранде, все вот это. Ну, тут вот понятно, что все вот это супер европейское. Кстати, почему этот санузел выполнил правильно по принципам, по азиатскому принципу, по балийскому принципу? Здесь есть биде. На Бали нет биде чаще всего, но там используют гигиенические душики. Без них практически нигде нет жилья. Это очень удобно. Почему в Европе это так не распространено, я не знаю. Второй этаж. А, тут прям целая вилла. О. Целая вилла новенькая. Еще лаком пахнет, кстати. Блин, мне здесь очень не нравится. Мне супер-пупер. Еще одна комната на 6 человек. Это все действительно реально балийская аутентика, привезенная с Бали. Какую-то часть они вырезают сами здесь самостоятельно, что-то они привозят. Вот эти вот картины, такие экспозиции, не знаю, как вот эти произведения искусства резные, привезенные с Бали, двери. И вот эти штуки, это вырезали здесь. Все шкафы, все кровати, вся резьба. Это все натуральное и аутентичное. Оно еще новенькое, и запах такой дерева и лака. Запах лака не очень полезен, но что поделаешь, двери еще пахнут. Особенность балийской мебели, что она как старая, такая деревенская, она не очень удобная, видите. Но это все традиционная мебель, которая используется реально по сей день местными жителями. Но чтобы передать всю атмосферу Бали, конечно, создатели этого комплекса абсолютно правильно сделали, что все реализовано именно таким образом. Это вот прямо вот настоящее. Это круто. Матрасы, кстати, очень классные. Ну, белье, ну все понятно. Виллы, она стоит около 200 евро в сутки. Здесь на 6 человек. Все очень качественно сделано, в перемешку с балийской настоящей аутентичностью. Качельки, как на Бали. Вот эти кушеточки посидеть. Так вот. Пока очень странные ощущения, но такие очень теплые и такие приятные. Какой-то флешбэк, который казался невозможным. Вы слышите эту музыку? Мы в ней жили 4 года, непрерывно. Просто рядом с такими вот храмами жили. И постоянно с утра у нас в одном доме, постоянно до 10 вечера учился маленький оркестр гамелан с подрастающим поколением музыкантов. Учились играть до 10 вечера. Такое что-то родное прямо. У меня было очень много эмоций, потому что я, когда снимал свой документальный фильм о религии Бали, глубоко вникал в эту тему, провел много времени на церемониях с нашей подругой, хорошей, даже, можно сказать, членом семьи, няней наших детей, которые 3 года с ними провела, нянчилась. Это близкий нам человек, я ездил к ним в семью, они меня одевали в традиционную одежду. Я слишком высокий, чтобы не одевать головной убор.
Настоящий балиец. Для нас это очень-очень сентиментальное, такое вот трогательно, потому что очень много уже в жизни связывает и много друзей. А еще забавный факт, что флаги Индонезии и Польши словно перевернутое отражение друг друга. Друзья, мы объездили в Польше огромное количество уже классных мест, и все эти места мы постим в нашем телеграм-канале. Также для тех, кто собирается переезжать в Польшу или уже живет в Польшу, мы в нашем закреп-посте в телеге собираем огромное количество полезной информации, рекомендаций, ссылки на страховки, автомобильные страховки, стоматологию, контакты наших друзей-риэлторов во всех главных городах Польши со скидками. Самое главное, со скидками. Короче, много полезной инфы в нашей телеге, плюс общение. Приходите, кому нужно. На территории везде работают балийцы, люди, мастера с острова Бали, мастера своего дела, резьба по дереву, по камню, потому что это все традиционное искусство, которое передается из поколения в поколение, и подделать такое практически невозможно. Это все, что мы видели на острове Бали, этим всем усыпан остров. Остров на самом деле как большой музей. В каждом доме храм, несколько храмов на деревню, есть один главный материнский храм. И это, кстати, одно из названий острова, остров 1000 храмов, хотя их в действительности там несколько десятков тысяч. Ходим, общаемся с местными, такие забавные эмоции, ностальгия. Встречаем местных из того района, в которых мы жили, там много районов на острове. Ты из Бали? Да, с Бали. Убуд. Какой район? Убуд, Бандунг. Бандунг, да, Бандунг. Сюда приехали мастера самого Бали, чтобы воспроизводить своими руками балийское искусство уже на польской земле. И вот такая вот резьба, она осуществлялась уже здесь на месте. Это не привезенные какие-то экспонаты или картины, или произведения искусства. Их вырезали на месте. Это моя работа на Бали. Чтобы сделать вот такую штуковину, уходит примерно 4 дня. Тебе нравится в Польше? Да, нормально. Не холодно тебе тут? Очень похоже, как у нас в Киндамане на Бали. Да, точно, Киндамане там холодно, знаю, да. Что рисуете, Баронга? Ага, Баронга. Барон. Вообще, в целом, вот этот комплекс, это как раз-таки точно так выглядит балийское жилье. То есть, обычно же они живут вместе со всей семьей, с бабушками, с дедушками, мамой, папой, все дети, все вместе. И обычно, например, один дом относится к бабушке, дедушке, другой дом живут родители, третий дом живут молодые, новобрачные, в общем. И вот на самом деле именно вот так вот выглядит. Особенно я бы выделила дома в Убуде. Вот там более такие, знаете, не туристическая такая местность, там очень много таких райончиков аутентичных. И вот конкретно в таких мы были много-много раз. А это семейный такой классический храм. Каждая семья балийская должна иметь такой храм дома. И на самом деле по храму видно, богатая эта семья или бедная семья, или со средним достатком. Чем больше храм, чем он красивее, тем богаче семья. Достаточно большой храм для дома? Или нет? Мы должны сделать именно такой храм. Когда уже женат и есть дети, то обязательно мы должны иметь именно такой храм. А можно меньше сделать его? Обычно нет. Технически можно сделать меньше, но тебе все равно нужно соблюсти архитектуру. У тебя должны быть все важные части. Понимаю, это то же самое, как и с подношениями и пенджором. Да, именно так. Может быть самый дорогой, какой-нибудь средний или самый дешевый, но обязательно должен быть. Теперь мне можно подниматься в храмы. Выглядывайте, где вы? Залезли. О, главное действие. Балийские танцы и музыка оркестра Гамилан.
отдельно вообще нужно сказать про вот эту часть культуры, как танцы и музыкальный коллектив. Это все коллективы из школы искусств в Бали. Это вот все, вот как они там танцуют, так и здесь, да, можно даже сказать, местами даже лучше, чем там, потому что это образцово-показательные труппы приехали, суперпрофессиональные. Мы общались, кстати, с основателем труппы, басбалийцем, вот, потому что он живет там, где наша няня живет. Мы разговорились, про всю свою школу рассказывал. Образцово-показательное выступление с настоящими костюмами, просто вот этого Боронга сюда привезли. Боронг – это мифическое существо, которое обычно изображается в виде большого львиноподобного или тигроподобного животного с густой шерстью, длинным хвостом, большими глазами и внушительными клыками. Боронг выполняет роль духовного защитника определенной общины или места, отражая веру в то, что баланс между силами света и тьмы должен поддерживаться. Изначально мы заселились на 2 ночи, и потом нас эта вся атмосфера, разговоры с балийцами, мы просто ходили сутками с ними, разговаривали, обсуждали район, они спрашивали, где мы жили, мы обсуждали, я показывал им свой документальный фильм. Мы продлились еще на 2 ночи, хотя мы не планировали, но мы решили уже сместить все свои графики, остаться еще больше, общались с ними, поменялись контактами, они говорят, приезжайте, реально уже там друзья сейчас уже ждут, пишут, ну, уже которые вот работники, они уже там ротируются, тут съездили на Бали, говорят, приезжайте к нам. Мы вставали каждое утро, вот это утро на этой вилле реально вот как будто перенесло нас вот в те времена, когда мы там жили. И еще отдельно хотелось бы уделить внимание тому, что это просто невероятное место для всей родины, для всей семьи, потому что ты, получается, как бы совмещаешь приятное с полезным, а я бы даже сказала приятное с полезным, потому что ты, получается, знакомишься с другой культурой, это что-то очень необычное, вот в качестве даже подарка съездить на уикенд или там что-то отпраздновать, там, я не знаю, детям тоже показать, что такое вот совершенно другой мир, да, открыть немножко, приоткрыть, так скажем, Азию. Также там находится и зоопарк, и факариум, там, где держат спасенных, кстати, тоже я узнавала, немаловажно, спасенных фок, этих тюленей. И кони есть возможность на конях покататься. То есть там гигантская территория, называется Долина Шарлотты. Это просто место топовое для всей семьи. Там каждый найдет что-то для себя. А спа какой там шикарный. Круто было ходить в Долину Шарлотты, в бассейн, на завтрак. Вообще обалденный комплекс. Невероятно было. Вот эти 4 дня просто прожили в каком-то таком сладкой неге. Привезли даже балийцы свои фигуры Ого-Ого, это статуи демонов, в которых они вкладывают все свои страхи, все свои злость, ненависть, все свои самые неприятные эмоции. И там, в общем, эти фестивали просто невероятного масштаба. Мы реально случайно заселились в те даты, когда они собирались проводить первый пробный парад Ого-Ого, потому что это супер уникальное событие, которое проходит на Бали 1 раз в год, перед балийским Новым годом по балийскому календарю, и они там реально вот этих демонов сооружают огромных. Это все мы показывали там подробно, я рассказывал в документальном фильме. Там их делают очень долго, месяца 4 готовят, потом их сжигают. Просто не могу поверить, что я в Польше иду на фестиваль Ого-Ого. Пока вообще в голове не укладывается, что происходит.
Итак, с июля 2025 года этот комплекс уже открыт. И всем, кто уже планирует отдых на следующий летний сезон вдоль польского побережья, просто от всей души советуем приехать, посетить, потому что, во-первых, это вдоль моря, недалеко от Устки, можно подъехать и, реально стоит того, потому что я не знаю, что еще более выдающегося мы увидели за весь этот наш подруж по всему польскому побережью.